Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обычаям на 15 марта. Уделим сегодня иконе Божьей Матери, которая почитается в этот день. Поговорим о том, что можно и чего нельзя делать, друзья. Далее все более подробно в этом видео. Прямо сейчас ставьте лайк, а в комментарии, друзья, напишите слово «Вселенная». Пусть Вселенная вам поможет в жизни, потому что мы все взаимосвязаны и мы все вместе. Поэтому слово «Вселенная» и Вселенная вам отправит те потоки энергии, которые вам нужны на данном этапе. Можете прямо прописать, что вам нужно, для чего, потому что чем больше вы прописываете, чем больше вы проговариваете, тем быстрее вы сможете достигнуть своих целей. Итак, друзья, 15 марта Православная Церковь почитает память священномученика Феодота, епископа Киринейского. Этот благочестивый святой прославился своим непоколебимым стойким наставлением к вере в период правления императора Диоклетиана. Святой Феодот, родившийся в период правления жестокого Диоклетиана, был известен своей выдающейся образованностью и искусством писаря. Он посвятил свою жизнь служению церкви, переписывая множество книг для храмов и тем самым делая важный вклад в сохранение христианского наследия. Судьба святого приняла в один момент неожиданный поворот, когда его родной сын донес правителю об обладании отцом христианской литературы. Обвиненный в том, что он привлекает людей к вере в Христа, свидетель Феодот был приглашен на суд, где он отказался отречься от своей веры. Несмотря на пытки, Феодот остался непоколебимым. Ему требовали отдать всех христианские книги и отказаться от веры, но святитель отвечал отказом. Его тело было изувечено оловянными палками, но даже в самые страшные моменты он не побоялся разрушить языческие жертвенники. Искушенный истязаниями, епископа заключили в темницу, где он, несмотря на свои мучения, оставался стойким в своей вере. Феодот скончался в темнице, став святым и примером стойкости перед лицом преследований. Трагическая судьба святого Феодота не ограничилась только им. Все те, кто принял крещение от его рук, были также подвергнуты смертной казни. Их жизни стали свидетельством о несгибаемой вере и жертвенности в борьбе за свою убежденность. Кроме того, 15 марта – это особый день в православии. Почему? Потому что в этот день почитается икона Божией Матери державная. Эта икона несет в себе глубокий духовный смысл и стала символом защиты нашей Родины и единства русских земель. Итак, икона державная, друзья, изображает Богородицу, которая держит в руках младенца Иисуса Христа. Специфика этой иконы в том, что она придает особое значение понятию держава, власть, сила, защита. Образ Божьей Матери, обнимающей и оберегающей Сына, внушает веру в божественную защиту и помощь в трудные моменты жизни человека. Верующие обращаются к этой иконе в моменты нужды, тяжелых испытаний, видя в ее святости и божественной материнской любви надежду на благословение и помощь. Молитва перед иконой державной считается могущественным средством обретения внутренней силы и исцеления. Верующие прибегают к ее помощи, стремясь избавиться от сердечных переживаний, телесных и душевных травм. Молитвы, направленные к Богородице, представляют верующим возможность обрести внутренний покой и духовное утешение. Мы, друзья, вам в описании к этому видео оставим молитву перед иконой державная, и вы можете ее не только переписать, но и прочитать. Также не забудьте сходить в храм и помолиться в этот день у иконы державная. А вот в народном календаре этот день называли как Федот Ветронос, Снежный занос, Пометальник, Водомет, просто Федот или День Федота.
Название Федот ветронос говорит нам о том, что в этот день ожидались сильные ветра, которые могли не только принести свежесть и чистоту, но и нести с собой перемену. Вообще сила ветра символизировала то, что в этот день люди, наши предки, старались пригласить изменения в свою жизнь. При этом это могло касаться любой сферы жизни. Также этот день еще называли как снежный занос. Это указывало на зиму, которая никак не хотела покидать именно эту пору. И, конечно же, мог быть ни с того ни с сего на улице снежный вихрь, и это все, конечно, приносило нашим предкам неудобства. Также в этот день называли как пометальник, то есть в этот день наши предки старались очищать и приводить в порядок свой дом. При этом это был хороший день для того, чтобы не только уделить внимание физически своему телу, своему дому, но и также своей душе, создавая тем самым новое пространство для новых возможностей и для новых энергий. Также этот день еще называли как водомет, то есть в этот день особое значение имела вода. Наши предки в этот день старались провести ритуалы с водой для очищения и обновления. Кроме того, вы знаете, что заботы по дому у наших предков были неотъемлемой частью повседневной жизни. И зимние месяцы, которые были наполнены определенными обязанностями, требовали от каждого члена семьи активного участия в укладе хозяйстве и к подготовке к весенним трудам. Поэтому наши предки торопились в сады, чтобы избавить ветви от налипшего снега и, возможно, устранить поврежденные веточки, которые были сломаны ветром в этот день. Эта работа в саду была лишь частью обязанностей, которая ожидала в этот день и в ближайшее время. Обязанности в доме и во дворе во все времена были тщательно распределены согласно традиционным представлениям о мужчине и женщине. И женщины, как хранительницы домашнего очага, занимались вышиванием, шитьем, прядением, приготовлением пищи и уходом за скотиной. Это женский труд, это не только был долг, но и в то же время это было и искусство, которое передавалось из поколения в поколение. В то же время женщины в этот день продолжали работать в доме, ну а мужчины вносили свой вклад в жизнь семьи. И зимой каждый из членов семьи готовился к приближающейся весне. Заготовкой дров надо было заниматься промыслами, охотой, и вместе с наступлением весны мужчины активно готовили сельскохозяйственный инвентарь, который вскоре пригодится для весенних работ на поле. Во время весенних работ на поле традиционно старший сын пахал землю, отец сеял, а младшие сыновья боронили. Девушки и незамужние женщины вносили также свой вклад, сажая овощи, участвуя в рукоделии и оказывая поддержку в повседневных хозяйственных делах. Ну а после завершения трудоемкой посевной кампании сельские общины наших предков приступали к следующему важному этапу подготовки полей под озимые культуры. Этот период интенсивного труда продолжался до самого сенокоса, требуя максимальной мобилизации рук людей. В этот день женщины и девочки направлялись в березовые рощи в поисках многоценной бересты. Этот материал, дарованный природой, становился основой для создания удивительных вещей, которые служили не только украшением, но и необычайно функциональными предметами быта. Из бересты ловко изготавливались сундучки, шкатулки, корзинки для сбора ягод. А особенностью берестяной посуды была ее удивительная функциональность. Такая посуда обладала уникальными свойствами, не пропускала влагу и сохраняла температуру. Даже в жаркие летние дни напитки, такие как квас, молоко, оставались холодными, которые были налиты в такую берестяную посуду.
Мастерство в обработке переходило из поколения в поколение. Этот неприметный, казалось бы, материал, привнесенный в быт, стал невероятно важным. В берестяной посуде хранили не только повседневные предметы, но и продукты. Мед сохранял свою сладость, грибы засаливались, капуста квасилась. Все это благодаря уникальным свойствам бересты. Однако стоит отметить, что если сбор бересты был занятием, порученным женщинам, то ее обработкой и созданием из нее посуды занимались уже сами мужчины. Этот древний ремесленный труд, передаваемый из поколения в поколение, сделал берестяную посуду не только удивительно практичной, но и частью наследия и наших традиций, которые сохранились до этих дел. Что же наши предки считали, что нужно сделать именно в этот день, 15 марта? Знаете, в этот день, 15 марта, это было отличное время, чтобы начать работу с рассадой. Этот период был благоприятен для посадки семян помидоров, перчика, баклажана, сельдерея. Поэтому выбирайте семена, и если вы чувствуете и знаете, что пора, значит пора. Кроме того, в этот день наши предки старались угодить и домовому. Для этого приобретали красную герань и размещали ее на окне в гостиной. Кроме того, именно такой вот жест для домового считалось, что домовой, наоборот, после такого подарка будет защищать дом и привлекать благополучие. Кроме того, в этот день наши предки, наши бабушки, прабабушки старались уделить время рукоделию. Это вязание, была вышивка, создание поделок. Это приносило не только радость, но и положительную энергию в дом. Работа руками способствует созданию уюта и гармонии в доме. Кроме того, наши предки старались уделить внимание в этот день очистке дома от лишних вещей. Поэтому избавьтесь от того, что более не приносит вам радость и пользу. Создайте уютный уголок, наполняя пространство позитивной энергией, а чистота и порядок помогут укрепить гармонию в вашем доме. Кроме того, друзья, обращаем ваше внимание, что у нас с вами идет 5-й день масленичной недели, который в народе назывались как тещины вечерки. Этот день нес в себе особый смысл и становился временем для семейных встреч и уважения, а также гастрономического изобилия. И в этот день теща отправлялась в гости к своему зятю, а ее дочь, супруга зятя, радовала всех блинами. Название само по себе приносит радость и теплоту, отражая семейные отношения и взаимопонимание. Также этот день являлся проверкой для зятя, который должен проявить доброжелательность и внимание к матери своей жены. Приготовление блинов являлось проявлением заботы и уважения к традициям семьи, а само блюдо олицетворяло изобилие и богатство в доме. Кроме того, в этот день старались веселиться, все-таки было праздничное настроение. Поэтому в этот день, кто отмечает Масленицу, мы вас поздравляем и напоминаем, что уже близится скоро Великий пост. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 15 марта по народным приметам. Сегодня лишний раз не стоит выходить из дома. Считается, что дух ветра может воздействовать на вас, повалив дерево или направив сосульку в вашу сторону. На что предотвратить негативные последствия, перед выходом из дома трижды перекреститесь, выходите левой ногой и будьте особенно внимательными на улице. Также в этот день не рекомендовалось заправлять кашу ничем, кроме меда. Считается, что это сохранит ваше здоровье. А если будете нарушать это правило, это приведет только к неприятностям. Поскольку этот день считается особым в отношении воздействия природы, будьте очень осторожными на улице. Избегайте опасных мест и действий, чтобы не подвергнуть себя риску. Перед тем, как выйти из дома, выполняйте ритуалы для защиты. Например, перекреститесь и выходите только в этот день левой ногой.
Это будет считаться защитой от неблагоприятных воздействий. Также в этот день нельзя покупать комнатные цветы. Считается, что эти цветы не приживутся и могут забирать энергию у членов вашей семьи. Единственным исключением является цветущая герань, которая может, наоборот, принести в ваш дом изобилие и достаток. Считается, что красная герань в этот день – это подарок для домового. Также в этот день избегайте хождения против ветра. Дело в том, что в этот день ветер несет с собой негативную энергию, которая может вызвать тяжелую болезнь. Поэтому, если вам необходимо выйти на улицу, старайтесь двигаться в направлении ветра или выбирайте по возможности другое время. Также в этот день лучше быть внимательными и к своим покупкам. Избегайте лишних трат и покупок, которые можно считать неблагоприятных. Остановитесь на необходимых вещах и продуктах питания, чтобы избежать лишнего финансового бремени. Также постарайтесь уделить сегодня внимание своему дому и создайте гармонию. Уделите внимание уборке, общению с близкими людьми, благо сегодня пятница все-таки. Также в этот день стоит уделить внимание своему физическому и эмоциональному состоянию. Избегайте переутомления, старайтесь питаться хорошо и уделяйте время отдыху. Далее, сегодня ни в коем случае нельзя приобретать одежду. Это может привести к проблемам и к безденежью в вашей жизни. Кроме того, в этот день не стоит штопать носки. Многие сейчас скажут о том, что ну что вы, мы все покупаем, но вы знаете, у каждого своя финансовая ситуация, поэтому штопать носки в этот день неблагоприятная народная примета. Далее, друзья, не поднимайте в этот день деньги, не обнимайтесь с чужими детьми и не пришивайте пуговицы. Это очень важные народные приметы, которые стоит в этот день, 15 марта, все-таки соблюдать. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.